Это не будет очередным видео про iPhone 17 и 17 Pro. Вернемся на 11 цифр назад. Он был первым с 3D Touch, первый iPhone, снимающий 4К 30, первым с Taptic Engine. Он стал наследником самого популярного телефона в мире, последний с 3,5 мм джеком, первым с Touch ID второго поколения. И все это iPhone 6s, которому недавно исполнилось 10 лет. Сегодня вспомним этот аппарат в разрезе истории и как он себя чувствует в 2025 году. С вами Василий, вы на канале Hellgeek. Начинаем. Презентовали 6s в здании Bill Graham Civic Auditorium в, о боже мой, неожиданной дате 9 сентября 2015 года. Но какой-то сенсации не случилось. Не получилось, не фартануло. Поскольку, во-первых, это уже традиционное обновление прошлогоднего аппарата с литерой S, а во-вторых, сами смартфоны утекли еще до презентации. Обновили железо не только внутри, но и снаружи, заменив печально известный 6000 алюминий на более прочный 7000 во избежание спойлеров к Galaxy Fold. Добавили новый цвет и несколько новых функций. Спецификации? Их есть у меня. Вот они на экране. Разводить сопли насчет них не буду. На тот момент у него конкурентами были LG G4, Galaxy S6, Nexus 6P и все плюс-минус за 600 баксов. Да, было время. И если второй страдал от массового брака, да впрочем не только смартфон, а все мобильное подразделение LG пострадало и закрылось в 2021 году. Третий не смог по успешности обогнать культовый Nexus 5, и через год Nexus закрылись, отдав лавры новой линейке Google Pixel. То вот Galaxy S6, равно как и его наследник Galaxy S7, навязали конкуренцию шестым айфонам как по камере, экрану, батарее, функционалу. Беспроводная зарядка, например, которая у айфонов появилась только с выходом iPhone 8. Да и в целом дизайну, из-за чего чаще на руках замечал именно корейцев, чем шестерок. Хотя из айфонов чаще попадались именно пятые айфоны. Но опять же, тут не Москва, а другая часть континента, а до взрывного провала Galaxy Note 7 оставался год, и те успели свою аудиторию отвоевать. Возвращаясь к герою обзора, предлагаю поговорить скорее про его исторический контекст. 3D Touch, помните такую технологию? Это когда iPhone регистрировал силу нажатия и предлагал новые комбинации пользовательского опыта. Помню, будучи еще школьниками, мы вожделенно хотели потрогать этот 3D Touch, понять, что же это такое. Ладно, кому я вру? Я был единственным таким школьником. У кого-то были интересы получше. Но вот что-то как-то народ не очень понял этот 3D Touch, и его скорее выключали в настройках, поскольку в некоторых сценариях он даже мешал. Хотя не только они эту технологию реализовывали. Были еще и Huawei, которые скопировали эту фишку. Даже помню, было такое приложение, которое, используя 3D Touch, могло взвешивать вещи на телефоне. Но это, конечно, лютый кек был. И по странному стечению обстоятельств у меня в руках iPhone XS, последний с 3D Touch на борту. А затем с выходом iPhone XR и еще позже с выходом iOS 13 3D Touch подменили на Haptic Touch. И как-то уже все забыли, что такая технология когда-то была. Все-таки большая батарея оказалась приоритетнее, чем технология силы нажатия. Если сравнивать с предыдущим шестым iPhone, то у того батарея была несколько больше. 6s стал венцом эволюции первого iPhone 2G, после него от собственного языка дизайна купертиновцы начали уходить в маркетинговое нечто, вперемешку с навеиванием моды от китайских брендов и стагнированием на одном месте. Из-за того, что у 6s еще оставался 3,5 мм джек, думаю, немало людей, меломанов, бойкотировали выходящий после него iPhone 7 и 8. Да, у тех в комплекте был переходник, но в долгосрок решение выпилить 3,5 мм джек сильно забустило рынок ТВС наушников, родив за собой бюджетные и средние сегменты. И на улицах городов с вправными ушами сейчас встретить либо невозможно, либо очень редко. А еще на базе железа от 6s полгода спустя выйдет ставший уже культовым iPhone SE первого поколения, который
породил линейку условно бюджетных iPhone. А далее и сама 6s с выходом новых моделей прилично так опустилась в цене. Да так, что в конце 2018, когда собственно сняли 6s с конвейера, ее можно было купить за 23 192 рубля за 32-гигабайтную версию, когда как на старте за 16 гигабайтов просили 57 тысяч рублей. Сейчас в такое верится с трудом, чтобы новый iPhone 3-летней давности можно было купить за 30 тысяч рублей с учетом инфляции. Ну хотя есть SE третьего поколения, который я купил за 25 тысяч рублей, но он и вышел стартовой ценой в 429 вечно зеленых. И продолжая про 2022 год, то в этот год и закончилась аппаратная поддержка iPhone 6s, когда как из списка поддерживаемых iOS 16 вычеркнули его вместе с 7, SE и последним iPod в лице Touch 7. А еще 6s был предпоследним смартфоном с цельно-алюминиевым корпусом. Цикл замкнет 7, и далее смартфоны будут выходить с бутербродом из разношерстных стекол и металлических рамок из хирургической стали, титанов и прочего. Пытливый зритель спросит, а почему я об этом вспомнил только в конце спича, а не в начале? Все потому, что Apple спустя десятилетия с релизом 17 Pro и Pro Max вернулась к концепции цельно-алюминиевых смартфонов. Надеюсь, новые итерации алюминиевых смартфонов не будут повторять судьбу 6s и его соседей по модельному ряду, когда iPhone вырубался на морозе, и их подобных приходилось воскрешать разными способами, теплом и зарядкой. Я свой iPhone SE в декабрьско-январские дни поднимал из спячки под мышкой. Думаю, народец и не таким баловался. А вообще что-то мне это напоминает. Да нет, совпадение. Ну а говоря про день сегодняшний, я решил походить с 6s как основным телефоном, насколько это возможно. И это было специфично. Начнем с диагонали 4,7 дюйма. И даже на фоне компактного Pixel 6a или iPhone XS экран ощутимо маловат. И я вообще молчу про 90% Android смартфонов, где 6,7 дюйма, 6,9 дюйма это уже давно стандарт де-факто на рынке. С плюс версией 6s было бы гораздо комфортнее. Да и соотношение сторон 16:9 еще лет 5 назад было окей, то вот сейчас... Это тяжело. Это тяжело. Если раньше интерфейс еще пытались адаптировать под старое соотношение сторон, поскольку в начале 20-х у людей на руках было много всяких айфонов 6, 6s, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, Galaxy S7, S6 и еще там гора бюджетников было с этим соотношением сторон, то вот сейчас в 2025 году даже бюджетники за там $50 имеют соотношение сторон 20:9. И понятное дело, кто будет пытаться адаптировать интерфейс под 16:9? Никто. Но из минуса вытекает и плюс. Его 143 грамма вообще не ощущаются при носке. Если в кармане джинс с паспортом Pixel кое-как влезает туда и еще торчит своим корпусом, то Android лопата туда просто отказывается помещаться. Но вот для iPhone 6s место еще остается. Да и одной рукой можно пользоваться без особых проблем. 10 лет назад иметь массовые 16 гигабайтов памяти было еще вполне окей. Голый файл прошивки iOS 9 весил 2 с хвостиком гигабайта, а приложения имели более скромные аппетиты. А в наше время iOS 15 весит 5,2 гигабайта, приложения после установки сжирают под полгига, а с кэшем улетают куда-то в стратосферу, и сейчас 16 гигабайтов прям больно. И это было основной причиной всех проблем существования с ним. И даже не прекращение поддержки iOS после 2022 года. Мне, конечно, получилось ужаться, скачав старые версии самых нужных приложений, а остальные использовав как ПВА. Но все равно раз в 3-4 дня всплывет уведомление: памяти не хватает. И все было бы ничего, если бы раздел системные данные, который разжирается до 4, иногда и 5 гигабайтов, можно было бы почистить. Но пошел ты на...
у тебя iOS. Я сама себе на уме, и я буду до посинения вариться в собственном дерьме и бесконечно уходить в респринге. И вот так вот полностью теряешь телефон, ибо он в Кащенко просится. Из-за недостачи по памяти, о которой я выше говорил, и без того хиленькая производительность для 2025 века проседает. Китайцы с Ozon Global прислали восстановленный iPhone с какой-то очень хиленькой батареей, которой хватает на 2, максимум 3 часа экрана. Обычно на такой параметр, как время экрана, мне было похуй. Если смартфон в течение всего дня, в зависимости от частоты использования, просился максимум пару раз зарядиться до 100%. Но здесь же проценты улетают, будь здоров. Хотя пишет о якобы 100% аккумулятора, что либо китайский аккум, совсем дряхлый. Касаемо софта у этого смартфона, казалось бы, все кончено. Несчастный смартфон, несчастная поддержка. 6s должен был превратиться в тыкву. Но нет, все оказалось гораздо лучше, чем я думал, когда его покупал. Единственное приложение, что настойчиво потребовали новую iOS, это ChatGPT, у которого самая первая релизная версия поддерживает только iOS 16, и недавно вышедшее приложение Тинькофф Банка с оплатой через Bluetooth, и то, которое на 6s не работает, ибо нужна поддержка 5-й версии синих зубов. У остальных приложений поддержка стартует либо около iOS 14-15, либо доступна старая рабочая версия приложения, например, ВК или YouTube. Про последний такой масштабный псиоп раздули, мол, приложение YouTube перестало работать на iOS 15, хотя версия 19.0 на этом устройстве прекрасно работает. И пока до точки невозврата 20.22 еще 1,5 года обновлений, то есть YouTube здесь еще будет работать где-то год, 1,5-2. Под iOS 15.8.4 есть jailbreak, dopamine, но по факту он полуживой. Половина твиков не работает из-за его архитектуры rootless, часть репозиториев не добавляется под Sileo, это такой аналог местной CD, но даже с ним можно немного оживить телефон. Например, накатить iCleaner Pro или Filezu, чтобы очищать внутренние данные и кэш весь. И в итоге можно очистить где-то 500 мегабайтов системных данных, что тоже неплохо. Ну и немножко кастомизировать телефон. Например, поставить жесты от iPhone XS, потому что все-таки кнопка надоедает много в нее тыкать, и добавить пару элементов в панель управления, чтобы удобно включать-выключать Bluetooth сразу же, а не из настроек, либо же включать-выключать местоположение, автояркость, включить-выключить VPN, расширить ползунок яркости, чтобы экран был еще темнее обычного, это если пользоваться ночью, ну и прочие твики вроде оживления старых версий YouTube, но поскольку на iOS 15 легко накатывается Troll
Apple Store, то можно накатить и Muffin Store, и устанавливать старые версии приложений, что немного развязывает руки с 16-гиговым устройством. В старом софте за 2018-2022 год все хорошо. Мощей Apple A9 на то хватает. А вот с тем, что посвежее, есть вопросики. Telegram ему очень тяжело дается. Все сопровождается либо задумчивостью, либо откровенными лагами. И чтобы хоть как-то можно было жить, пришлось выключать анимации, что в системе, что в самом Телеграме. И что-то не особо верится, что Павел Дуров ходил с Galaxy A52, чтобы адаптировать свое детище под него. Да и сама iOS 15.8.4 не блещет какой-то стабильностью. Помнится, на бетке еще iOS 14, iPhone SE на том же железе, что и 6s, работал гораздо стабильнее. На стабильный iOS 14.4.2 iPhone 7 работал тоже стабильно. А тут на тебе, и он просто перестает реагировать на какие-либо кнопки. И потом, когда он уйдет, прикормил, и ты, опа, иди джекпот. Ну такая же, которая... В первую очередь надо понимать... Нажимаешь кнопку выключения, кнопку домой, увеличение громкости, зажимаешь тумблер беззвучного режима, а он на него просто не реагирует, ему вообще по***у. Пришлось для него выучить комбинацию кнопок домой и выключения. И от принудительной перезагрузки он более-менее начинает что-то вдуплять. Плюс оперативной памяти всего 2 гигабайта, что даже в 2020 году на iPhone SE первого поколения не хватало. А сейчас, в 25 году, так тем более. Допустим, слушаем музыку, неважно где, что в Яндексе, что в Телеге, и захотелось мне что-то загуглить или в ВК зайти, и все, музыка начинает обрываться и зависает. Некоторые чаты веб-версии ChatGPT вообще не подгружаются в оперативную память или вообще артефачат, когда их скроллю. При том, что войти в него задача невыполнимая. В Safari выдается ошибка 400. А официальное приложение ChatGPT, напомню, недоступно на iOS 15. Я не знаю, что там такое ребята из OpenAI накрутили, но сейчас вход в веб-версию через старый Safari на iOS 15 работает через Google аккаунт. То есть все чаты вот прогружаются, все работает. Но сейчас уже и вход происходит не через Ouch OpenAI.com, а через сам ChatGPT, там менюшка выскакивает и сразу же вход происходит. Опять же, доказательство того, что на старых устройствах то работает, то перестает работать. Я так почитал форумы, оказывается, не только у меня эта проблема была, а еще и многих людей, кто использовал веб-версию ChatGPT. В общем, вот. В итоге пришлось ставить клиент с GitHub, который позволяет войти в ChatGPT, но через cookie файл токена авторизации с Pixel 6a. И еще ПВА Яндекс.Музыки вообще отказывается работать. Проблема еще в том, что вместе с прекращением поддержки iOS прекращает обновляться и Safari, который является ядром для остальных браузеров. То есть, скачав другой браузер вроде Яндекс, Opera, Chrome, Firefox, DuckDuckGo, Brave, Luna, Edge и так далее, вы все равно продолжите пользоваться тем же Safari, но с дополнительными фишками. Из-за этого он был скорее как полуторный телефон. За некоторыми приложениями заглядывал в Pixel, либо пока он был на зарядке. И касательно банков, Сбер и Тинькофф еще поддерживаются. Но современные приложения Рубанков жрут память как не в себя. Та же Сбебра жрет 600 мегабайтов. Я еще прихожу получать карту, они мне такие: вам нужно обновить приложение. Придите завтра, обновите приложение. Нет, придите, обновите приложение. И банк Германа Грефа зачем-то понерфил ПВА приложение. Оплата по QR-коду то работает,
то перестает работать и отсылать на нативное приложение, приходится держать в узде приложение Сбербанка, ибо Apple Pay и их же вжух не работают. И не важно, что 95% функционала здесь вообще не нужны. И эти 600 мегабайтов, которые съел Сбербанк, мне бы пригодились для чего-то более важного. Тут весьма кстати оказался прозрачный чехол с вставкой под карту. Все-таки стикеры, которые клеятся на заднюю часть смартфона, я считаю еще большим ублюдством, чем чехлы с встроенными картами. Но от этого есть и минус, что такой телефон лучше вообще не терять ни при каких раскладах. По камере здесь двойственно. Мегапикселей кот наплакал. Но не это главное. Светосила и размер сенсора здесь настолько маленькие, что даже в пасмурную погоду или в помещении эта камера выдает смазы. Причем алгоритм очень странный. Он пытается всеми силами выжать максимум из выдержки, лишь только потом повышая ISO. И этот алгоритм бы работал, будь бы это 6s+, у которого есть оптический стаб. Но здесь его нету. И приходится лупить серии, чтобы поймать несмазанный кадр. Да и динамический диапазон на фото слабоват, и приходится часто вручную включать HDR, но это и плюс. Фотки не выглядят как что-то дико алгоритмовое, и в них есть какая-то изюминка. Если в случае с фото плохой DD это боль, то в случае с видео отсутствие программной обработки это дикий плюс, особенно в условиях студии, где свет постоянный. Но на iPhone XS экспозиция умудряется плавать, даже несмотря на ручные настройки ISO и выдержки, но здесь этого просто нет. Причем странно, что не пытаются выдать отсутствие нейрообработки за фишку 15-х айфонов. То есть сначала мы сделаем нейрокаловую обработку, а потом ее просто уберем и сделаем как надо. Think different. А так камера iPhone 6s приземляет на землю и дает понять, что за 7 лет прогресс касаемо камеры шагнул далеко вперед и не останавливаясь на чем-то едином и устоявшемся. Как ни крути, физический размер сенсоров это и ограничение, и толчок дальше эволюционировать. А не забить фотобрендом и десятилетиями во все новые камеры пихать один и тот же 24-мегапиксельный сенсор от Sony A7 III. Ну, хоть у меня в руках Nex 3, ну, неважно. Но вот меня A7 III снимает, по сути. А стоит ли покупать iPhone 6s в 2025 году? Нет, конечно. Этот телефон сегодня подойдет скорее как дампфон или ребенку в школу, поскольку в первом случае просто не разгуляешься с комфортностью приложений, а во втором случае просто не жалко по деньгам, поскольку он стоит меньше 5000 рублей, да и батарея не даст сильно много в нем залипать. Может, хоть он пойдет траву трогать почаще, чем здесь сидеть. Если прям так хочется iPhone, а денег вообще нет, то подкопите хотя бы на iPhone 8 Plus или XS Max. Они относительно недавно перестали аппаратно поддерживаться, и софтово они будут поддерживаться еще пару-тройку лет. А так в целом iPhone 6s легенда. Его форм-фактор продержался на конвейере десятилетия, а рекордные продажи его отца оставили 6s и их подобных в истории смартфоностроения. Последний смартфон, когда больше рулили технологии, а не маркетинговый хайп. Было бы еще лучше про него прочитать ваши истории в комментариях под этим видео. С вами был я, Василий. До скорого!